Доброго времени суток. Если вы посмотрели инструкции от каких-то а, модных блогеров, которые продают свои курсы и говорят, вот мы создали продукт за 20 минут, мы ничего не покажем, но вот эти три кнопки кликаются и работают. За подробностями заходите к нам в платный Телеграм или записывайтесь в нашу школу. Ну, то есть там особо ничего не показано, что как делать, а просто показывается какая-то красивая картиночка, и потом приглашают на платные мастер-классы, то добро пожаловать на мой канал. Здесь вы посмотрите боевые видео, где действительно создаются продукты, проекты от идеи до реализации, до первых клиентов, до первых денег. Я надеюсь, что будет в прямом эфире и то, как стану миллионером-миллиардером, долларовым желательно. Вот, так что есть такое желание. И вот делаем шажки в этом направлении. Что пытаемся сделать сегодня? Сегодня настроить первую кампанию. То есть в предыдущих видео мы уже смогли сделать так, что ZAI подключился и выполнил все свои задачи. То есть мы пробросили связку, что все окружение наконец-то настроено. Это оказалось достаточно сложно. Сильно сложнее, чем я даже думал изначально. Какую задачу ставлю на сегодня? Это создать, наверное, новую компанию. В этой новой компании, наверное, я бы хотел поиграться и добавить какую-нибудь новую фичу в сам Paperclip. Возможно, русский язык. Вот. Изначально хорошая практика составить план того, чего я хочу делать. Окей. Значит, изначально исследовать issue на GitHub. Есть ли уже такой PR на ревью? Наверное, прямо сейчас мы это и сделаем. Мы возьмем наверное, pull реквесты сразу возьмем. Pull реквесты возьмем в одной вкладке, а в другой вкладке мы возьмем issues и откроем. После этого мы запустим у нас здесь браузерного агента. Сделал ли кто-то уже локализацию на русский язык? Так, копируем. Изучи все pull реквесты. Дай вывод. Не. Так, а чего я печатаю? Мы же надиктовываем. Не останавливайся, пока не получишь результат, который мне нужен. Так, это копируем, его запускаем в небезопасном режиме. И здесь в issues мы тоже запускаем отдельного. И здесь меняем на issues
Где ты? А, вот он. Скопировать, вставить. Так, он у нас ищет. Никаких вопросов не задал. Это интересно, это хорошо. Обычно он кучу всякого спрашивает. А здесь принялся за работу. Что у нас по лимитам? 6%. Хорошо, хорошо. Так, пока мы это делаем, дальше смотрим план, что хочется сделать. Ам, Скачать проект, изучить проект, как сейчас реализован текст в коде, какие варианты у нас переменные и отдельно текст или текст зашит непосредственно в коде. Разработать план, как внедрить новый язык русский. Скорее всего, это должно быть новый элемент в settings. Все захардкоженные моменты языка сменить на переменные, вынести в начале все английские слова в отдельную подпапку проекта, проверить, что все работает и ничего не сломалось, запустить перевод на русский язык. Оттестировать, что все работает, что у нас здесь меню в settings добавлено, языки корректно переключаются. Закинуть изменения на GitHub, запросить проверку кода роботом. Если проверка роботом будет пройдена, написать разработчикам, чтобы смержили PR. Наверное, вот такой вот у нас план. Ну, может, уже кто-то это сделал. Посмотрим. Итоговый анализ, локализация на русский язык, Paperclip. Я изучил все PR по теме Russian Localization. Всего нашлось 4 открытых. Один закрытый PR, связанный с русским языком. Ни один из них не смерджен в мастер. Открой мне эти 4
открытых и один закрытый в браузере. Так, посмотрим, что у нас в issue. Итого по русской локализации в Paperclip я просмотрел все 6 страниц результатов поиска, 88 открытых, 46 закрытых issues по ключевым словам Russian, localization. Так, вот полная картина. PR с русской локализацией уже существует. PR 1984, кодекс, Add Russian Across Core UI. Автор Рустам МКН, открыт 28 марта. Статус Open, in progress, не смерджен. Что сделано в этом PR? Добавлен легковесный i18n контекст с переключателем ru English и сохранением выбора в Local Storage. Переводы подключены к навигации, онбордингу, управлению задачами, Activity View, настройкам компании, страницам авторизации, инвайта. Кнопка переключения RU-IN добавлена в сайдбар, мобильный десктоп. Обновлен текст онбординга агентов OpenClaw на русском. Проблемы, из-за которых PR не смерджен, выявил бот. Grep Title Apps. P1 критический баг, серверная функция, переведена на русский безусловно. Это ломает все нерусские инсталляции, так как агенты получают онбординг документ только на русском без параметра locate, PR. Сломан, форма множественного числа всегда false вместо files, файл вместо files. P2 функция по умолчанию возвращает ru в SSR серверных окружениях вместо English. В онбординг смешаны два подхода: Translate Text и Inline тернарики. Так, конфликты PR вместе имеют мерч конфликт с основной веткой. Issue Features. Автор 4 апреля. Описывает именно ваш сценарий. Команда из 6 агентов. Работает на русском, но дэшборд весь на английском. Просят добавить поддержку русского и украинского языков. Пользователь Serge K 76 подтвердил тот же use case 18 апреля и выразил готовность контрибутить русские переводы, как только будет выбран i18n Framework. Issue. Баг. Кириллица в документах агентов отображается как мусор. Статус Open. Актуально для Windows пользователей, когда агент делает API вызов через curl-d с... Окей. Общий вывод. Да, я как раз выводы хотел. Русская локализация PR 1984 существует, но не смерджен из-за критических багов. Feature Request открыт без назначенного исполнителя. Issue в прогрессе. Issue открыт без фикса. Так, получается, у нас есть... глянем вот эти вот штуки. Что у нас тут было? Так, открыт, но не смерджен. Открыт, но не смерджен.
заблокированы ботами с указанием проблем. Да, из summary до 100 слов, что пробовали сделать. И то же самое мы попросим по вот этому. Это фаза русской локализации. Установил i18 Next, React для UI сервера на CLI. Создали файл переводов locals.inc.ru с 4 namespace'ами. Подключили i18n конфиги на всех 3 уровнях. UI через браузер Direct, Local Storage сервер через Paperclip-Lang, CLI через fallback цепочку. Вытащили хардкодные строки из самых приоритетных файлов, из самых 75 строк суммарно, PR открыт, конфликты с мастер не разрешены. Окей. Получается, когда это было? Так, когда это было? 25 марта. Достаточно давно. Конфликты висят неразрешенные, так что, ну, можно сказать, что мы исследовали, что есть. Мне нужно summary от твоей работы. Что мы делаем? Мы отчитываемся, можно сказать, разработчикам о том, какая работа нами проделана по изучению того, что уже фактически есть. И выведи мне summary, какие пиары мы исследовали, и коротко, почему это не работает сейчас, почему там что-то не сработало, или что сейчас открыто и в рамках чего я буду делать. То есть, что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь сделать перевод на русский язык, локализацию так называемую, и я должен, ну, как бы обосновать научную новизну, что то, что я буду делать, оно еще не сделано, и что на это есть уже запрос фактически. Вот, пожалуйста, в этом направлении подготовь мне ответ на русском языке. Пусть он будет достаточно короткий, но достаточный. То есть я тебя не ограничиваю по объему. То есть если необходимо сделать этот файл ответа мне длинным, ну, сделай. Но я бы не хотел, чтобы он был длинным. То есть у людей очень ограничены способности в быстром чтении длинных текстов, лонгридов. И поэтому мы предпочитаем короткие выжимки. Поэтому вот, исходя из этого, подготовь мне, пожалуйста, конкретные ссылки и выводы для этого направления, чтобы я отчитался разработчикам, почему я взял именно эту задачу в работу и почему текущие решения, они не могут быть смерджены, какие у них проблемы. То есть вот такой вот я не ограничиваю тебя по объему, сколько это должно быть, но не затягивай и не обрубай себя. То есть просто вот столько, сколько нужно, но чтобы сжато, емко
но достаточно, чтобы понять. Так, и это мы вставим сразу в 2 ИИ. Мы вставим это сюда, там, где мы исследовали pull реквесты, и мы вставим сюда, там, где issues, и потом у нас будет некий общий файл. У меня есть желание, задача, план, что я хочу сделать локализацию на русский язык для Paperclip. И поэтому вот есть два вывода. Первый по issues, второй по pull реквестам, которые находятся в GitHub. Paperclip — это open source проект, куда можно пытаться сделать контрибуцию. И я хочу, чтобы ты рассмотрел оба отчета, проверил их на правильность. И если они верные, то тогда я бы хотел, чтобы ты написал мне итоговый summary для разработчиков, что я планирую сделать, почему я планирую это сделать, что уже было изучено мной ранее по этому направлению и почему текущие варианты, они, ну, не сработали, не дали результата, и почему я делаю вот свою работу, можно сказать, заново. Так, получается, это мы копируем. И, наверное, у браузерного нету доступа достучаться вот так вот хорошо и качественно достучаться до каких-то инструментов, таких как браузер. Проверь эту информацию, открыв мой браузер. Проверь ссылки и выводы субагентов. И вот сюда вот мы закинем, получается, вот это summary. И сюда вот мы закинем вот это вот summary. Запустим его из пацанета. Хорошо, да. Опус нам не нужен, сожрет все токены. И все. Наверное, надо будет принять какие-то правила. Печаль, он вообще... нет, или где? Где он? Он что-то делает? Мы в коверке находимся, в коверке. То есть у него есть доступ к браузеру. Можно ли откатиться здесь назад? Да, хорошо. Откатились. Проверь через мой браузер. Ссылки. Issues и пиары. Заходим повторно сюда. Копируем. Вставляем. И заходим сюда. Копируем. Вставляем. Я надеюсь, сейчас он уже не крашнется. Да, что-то уже изменился интерфейс. Уже пошел внутрь. Раздумывает. Прогресс какой-то показывает. Уже лучше. Давайте зайдем. Да, вот он открыл браузер и начинает что-то делать. Действительно проверяет эти штуки. Это мне нравится. Ну, визуально мы посмотрели. Хочу
паузу сделать, пусть он работает. Ничего не делаю без вас, все под запись, но пока он работает, я его пока что оставлю и пока нажму ненадолго на паузу.